Давид Арахамия пришел в кабинет Зеленскому и сказал, что ситуация следующая. Украинские военные просаживают огромные бабки в париматч на ставках, и за счет этих денег финансируется русская армия. Здравствуйте. Это видео я снимаю для тех людей, которые играют в букмекерских конторах. По сути дела, большинство из них это фанаты спорта, люди, которые там футбол и другие виды спорта увлекаются и смотрят. Но не думайте, что только для них. Это касается всех, кого интересует политика и все, что происходит сейчас в офисе президента, потому что все это связано, как оказалось, и переплетается. Букмекерская контора Parimatch была заблокирована, попала под санкции СНБО под соусом сотрудничества с Российской Федерацией. Есть официальная часть, как это все выглядит в прессе и для людей, для клиентов Parimatch в том числе. И есть неофициальная часть, которую мне поведали, скажем так, мои источники, поэтому все, что сейчас говорю, я всего лишь передаю чужие слова. Значит, изначально была такая версия, что управляющий букмекерской конторой Parimatch Сергей Портнов является большим сторонником церкви Русского Патриархата и делает туда большие донаты, и как бы здесь увидели связь и решили накрыть все вместе. Но, может быть, кто-то из вас не знает. Опять же, эти источники мне рассказали, что Давид Арахамия, я и раньше вам об этом рассказывал, Давид Арахамия, приближенный человек, можно сказать, правая рука Зеленского, являлся посредником при переговорах и, скажем так, интеграции популярной в постсоветском пространстве другой букмекерской конторы 1xBet, которая завалила рекламой все, что возможно и невозможно, собственно, как и Parimatch. Так вот, Давид Арахамия активно пытался проталкивать 1xBet. Какое-то время она даже успешно работала в Украине. Но потом лавочка закрылась. По слухам, не без участия, особенно финансового, компании Parimatch. Сейчас же произошла обратная ситуация. И, как сказал мне этот человек, Давид Арахамия пришел в кабинет Зеленскому и сказал, что ситуация следующая. Украинские военные просаживают огромные бабки в Parimatch на ставках, и за счет этих денег финансируется русская армия. Если это правда, то, конечно же, сказал он это точно без финансового участия третьих сторон, третьих лиц, точно без собственной выгоды, все честно, все ради Украины. А человек с большим сердцем, с миллионами, это вы. А вам воздается за то, что вы помогаете кому-то. Я вижу вашу помощь. Я основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране. Там мы больше 400 миллионов гривен собрали, помогли армии, семьям погибших. Действительно, прав экстрасенс, ты кому-то помог одному, а потом кто-то другой помог тебе. Это какая-то такая вот закон, наверное, вселенной. И я хочу теперь задать такой, может быть, риторический вопрос. Объявлено, что на счету Parimatch заблокировано почти 7 миллионов долларов денег игроков из Украины. Если по этой теории взять, что это деньги украинских военных, хотя это полная чушь, я считаю, то как же быть сейчас? То есть вы лишили людей их денег. Маленький спойлер, сейчас я вам расскажу настоящие причины, почему вообще так происходит, почему пострадали игроки, пострадали все в этой ситуации. Но вы чувствуете вот эту политическую составляющую? Как в Украине по-прежнему все работает? Зашел в кабинет офиса президента, непонятные какие-то невнятные причины. Ведь Parimatch финансировал, они были спонсорами всего футбола украинского, в целом лиги, премьер-лиги. Они были спонсором титульным Шахтера, Олимпийский комитет. Везде, вы везде ходили, везде Parimatch, везде Parimatch. Кстати сказать, это вообще просто мега успешный бизнес, мега успешный бизнес. Но возвращаясь к теме первопричин, и все, как у нас бывает, кто в итоге пострадал? Вы, люди. И неважно, игрок вы в букмекерскую контору или вы не игрок в букмекерскую контору. Я вам скажу, я до войны, не до войны, за пару лет до войны я очень активно играл, но я в прошлом профессиональный спортсмен. Я очень хорошо понимал, что я делаю. Это не какая-то там игромания, лудомания, болезни, желание легких денег. Нет, это аналитика, это знание. Я ставил по-крупному и выиграл по-крупному. Но сейчас речь не об этом. Букмекерский бизнес и в целом игорный бизнес однозначно должен быть легализован в Украине. Они придумали фуфлозакон. Естественно, закон легальной в Украине это прям... По твоей оценке, сколько налогов дополучит страна от этого? Я не знаю. Мы считали много раз, выступали экспертами. Автоматный бизнес сильно подкосили. Конкретно дали ему такой low-kick. Знаешь, и он... Автоматный бизнес что это?
Ну, вот то, что ты видишь, слотоматы, то есть слоты на улице. Ну вот это беда, да. В нынешней редакции и в видении верхушки нужно эту тему убирать с улиц и ограничивать в специфических помещениях, там, 4-звездочные, 3-звездочные отели, что-то такое. Если такое произойдет, то налогов будет недобор, но будет чище все, потому что слоты все-таки, они улицу оскверняют. Который написан был для своих, под рынок, чтобы такие, как Арахамия, ходили и решали вопросы. На самом деле, пока нет открытого, честного, конкурентного рынка, ничего хорошего не может происходить. Тогда бизнес будет строиться всегда через кабинеты, всегда будет одна деятельность маскироваться под другую, всегда будет запара с лицензиями, потому что на получение лицензии должны быть четкие, понятные условия. Внес столько-то денег, сделал раз, два, три простых условия, лицензию получил. А когда нет четких параметров, значит, надо идти в кабинет на поклон, заряжать Гетманцева, который, кстати говоря, с этим всем был связан, кто не знает, с лотереями совсем. Это огромные деньги. И так решать свои вопросы. Я повторяю, пострадали люди, пострадали игроки, пострадал бизнес в итоге. Если там есть открытая связь с российским патриархатом, с Россией, с финансированием войны, нет вопросов. Покажите убедительное доказательство. Я первый скажу, что все правильно сделали. Но я очень сомневаюсь. Вообще, Париматч, по большому счету, миллиардная компания. И я сомневаюсь, что они бы пачкались в таком дерьме. И есть масса других схем, как это правильно сделать. Но если вы это сделали, а я убежден, что вот эта история про Арахамию, который зашел, рассказал Зеленскому басенку, и Зеленский, поскольку ни в чем никогда не разбирался, и ничего, кроме 95-го квартала, не понимает, и кроме юмора, конечно же, поверил. И это привело к катастрофе, когда людям заблокировали деньги, когда заблокирован бизнес. Я вам скажу, если легализировать правильно, так как я сказал, открыть рынок, поставить четкую ставку налога, она должна быть небольшой. Я вообще, вы знаете, за очень либеральное налогообложение. Не хочется отделять один конкретный случай от всего рынка и от всех сфер бизнеса и жизни. Но по факту там нужно было ставить налог на выведенный капитал, 10%. В некоторых странах, я знаю, на игорный бизнес ставится налог с оборота. В общем, была масса вариантов четких и понятных. Возможно, налог с оборота здесь выход. Зашло там миллиард гривен на ставки, там 100 миллионов заплатили налогов, точка. Все понятно, ничего не скроешь, все как на ладони. Нет, вот такими вот путями, годами все это работало, вы даже не представляете, какой это объем денег, ну просто колоссальнейший. Публичные оценки, сколько оборот букмекерского бизнеса в Украине в месяц. У тебя есть? Есть в интернете. Сколько? 100 миллионов было 2 года назад или 1,5. Вообще мимо. Я думаю, что оборот, сколько люди ставят, в десяток раз превышает то, что ты сказал. То есть больше миллиарда? Наверное, да. Хорошо или плохо играть в букмекерской конторе, это вопрос 10-й. Я сейчас не буду никому читать никакие лекции. Я вам вот свой опыт про себя рассказал. И я знаю таких же других людей, связанных с спортом, которые ставят кто по мелкому, кто по крупному. Но это часть жизни. Это не есть какое-то отклонение или жажда легких денег. Понимаете? Я это видео снял все-таки больше с политическим контекстом, для понимания все, как все устроено в нашем государстве. Такая же история с криптовалютой. Что бы они там ни принимали, будет всегда то же самое. Такая же история с марихуаной, с легализацией, которую я никогда вообще в жизни не употреблял и не собираюсь. Но это правильно ее легализовать. С проституцией, с порнографией все точно так же. Понимаете? Потому что все равно это все существует. Так пусть это существует легально, защищенно и с уплатой небольших налогов в бюджет, но платить будут все. А не менты и СБУшники крышевать, наживаться, или в случае с букмекерством наживаются сотрудники банковской финансовой системы, потому что транзакций огромное количество, повторяюсь, объем денег колоссальный, и поверьте, каждый найдет где там прикурить свой интерес. Ну а в кабинетах, конечно же, там самые большие бабки, там просто мешки денег, огромные суммы в криптовалютах, огромные суммы на офшорные счета поступают. И такие, как Арахамия, например, наживаются. Арахамия, Ермак и же с ними. Поэтому, да, сейчас убрали 1xBet, Париматч, они собачатся между собой, топят друг друга. Представьте, вместо того, чтобы вкладывать бабки в маркетинг, в профессионализмом клиента завоевывать, как это во всем мире происходит, у нас соревнования в Украине, кто кому в кабинет больше занес, наверное, условному Арахамии, кто больше занес, кто больше вынес. Так и живем. И это во время войны. И если реально президент у нас такой, который верит в всякую чушь и не пытается ни в чем разобраться, если ты уже ни в чем не разбираешься, ты хотя бы возьми людей, или вы возьмите людей,
независимых, и которые вам могут до молекул разобрать бизнес какой-то конкретный или сферу жизни и дать свои аргументы. А когда у вас ограниченный круг лиц, которые вам вещают в вашем кабинете, Ермак, Арахамия, Подоляк, люди с 95-го квартала, итог. Мы уже видим, что происходит с нашей страной. Да, собственно, это было и 23-22 февраля, и это было и в конце 2021 года. И, в общем, вся каденция Зеленского – это один сплошной большой провал, к большому сожалению. А париматч и букмекерский бизнес, и горный бизнес – это лишь маленький элемент, который я вам решил в этом видео рассказать. Что мне важно, напишите ваши комментарии, особенно вот если посмотрят это игроки в букмекерских конторах, и в частности в париматч, напишите, застряли у вас бабки или не застряли. Я сейчас не хочу касаться темы, как ведут себя эти букмекерские конторы с клиентами. У них там все так прописано и все так работает, что кинуть, в принципе, по законодательству могут любого. Но совершенно противоположная ситуация, например, в британских букмекерских конторах, где это очень старый бизнес, понятный бизнес, и где игрок защищен. Если ты выиграл, то ты выиграл, и ничего тебе не придумают. А я могу сказать разное. Я знаю, и у меня, слава богу, не с большими деньгами были нюансы. То есть, понимаете, когда в стране бедлам, когда в стране не работают законы, или законы такие, как в Украине, по которым жить невозможно, и которые написаны для того, чтобы специально поступали незаконно, чтобы государство всегда могло держать на крючке, по-другому просто не может происходить. Поэтому, если вам кажется, а при чем тут какой-то париматч, может кто-то первый раз об этом слышит, букмекерская контора, спорт, к войне, к Зеленскому, да вот вам, я рассказываю. Никаких мелочей нету. Куда ни кинься, везде какой-то ужас и кошмар. Я дальше буду тоже снимать такие видео, может быть, из довольно неожиданных тем и сфер нашей жизни. Но это важно для Украины. Это важно донести к людям, которые вот не понимают, не знают чего-то. Вот что происходит на самом деле. Зеленскому передаю большой привет. Слушайте дальше Арахамию, слушайте дальше Данилова. Слушайте дальше Ермака особенно и всю вашу гоп-компанию, которая доведет только до большей задницы, чем та, в которой мы находимся сейчас. И, кстати говоря, следующее видео вам точно понравится, и стрим в воскресенье вам понравится, потому что все больше, я же нахожусь все-таки в Америке, все больше новостей таких серьезных доходит. И мне интересно, что в Америке говорят одно, а в Украине могут говорить совершенно противоположное. Но что радует, что все то, что я вам прогнозировал, по сути, все сбывается. Кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте колокольчик. Комментарий тоже жду. Ваше мнение для меня очень важно. Пока.